дорогие мои! Привет, друзья! Давно не виделись. Буквально вчера я делал свою первую трансляцию. И слушайте, мне понравилось, честно скажу вам. Мне очень понравилось с вами общаться. В этом есть определенный какой-то такой... Драйв есть, да, прикол. К сожалению, качество было не очень, потому что делал я это первый раз. Встал в Макдональдсе, думал, что интернета хватит, нифига не хватило. В результате он получился лучше даже через обычный 3G мобильный интернет, LTE, да, чем через вот эту вот макдональдскую связь, непонятно. Ну вот, и думаю, я буду это как-то повторять теперь. И на что, кстати, хотел вас попросить, потому что не совсем понял вашу реакцию. С одной стороны, вам, видимо, тоже понравилось. Но если вы в комментариях к этому видео напишите, удобно ли для вас, например, воскресенье, ну, под вечер где-нибудь, да, то я бы, заранее предупреждая, проводил подобные трансляции регулярно. Но не каждый же день. Я не против каждый день, да, абсолютно. Но мне кажется, что это будет скучновато. Абсолютно скучновато. Сегодня у нас выдалась свободная минутка, и мы решили навестить один маленький небольшой городочек с населением всего почти 30 тысяч. И находится он на восток от Праги, в 40 километрах. И вы через минуту узнаете, что это за город. Ведь об этом меня просили сразу несколько зрителей уже очень давно. А я все хамил и не ехал туда. Но вот теперь доехал. Узнаете. Итак, друзья, мы с вами приехали в город Колен, поэтому... Все кули вздрогнули и пошли с нами. И пошли с нами на прогулку. А что мы будем говорить, когда мы поедем в город Писок? Ты хулиганишь? Город Колен, друзья мои, был основан в 1261 году. По крайней мере, это первое его письменное упоминание. И уже в то время он имел статус королевского города. Его центральную площадь, с которой мы начинаем нашу прогулку, окружают готические барочные домики, которые относятся, ну, приблизительно к 17-18 векам. На мой взгляд, самым монументальным историческим сооружением в этом городе является костел имени святого Варфоломея. К сожалению, вовнутрь нам попасть не удастся, потому что он сегодня закрыт, к сожалению. Но известен этот собор с 13 века, представляете, с 13 века. Также здесь находится башня с колоколом, на которую можно забраться, там есть смотровая площадка, но, к сожалению, как я уже сказал, не сегодня, все закрыто. Исторических фактов известно, что Колен имел одну из самых крупных еврейских общин на территории Чехии. И во время Второй мировой войны она практически вся была уничтожена. Здесь было гетто в концлагере Терезин. И войну пережили только 60 коленских евреев. Этот город стоит на берегу красивой реки Лабе, Эльбы. И рядом, совсем недалеко от него, находится город Кутна-Гора и Подебрады. Поэтому, поехав в эту сторону, вы всегда можете посетить и эти города одновременно.
сидим, пьем кофе и думаем, что нам следует извиниться на самом деле, потому что этот город мы незаслуженно игнорировали долгое время. Да, это правда. Потому что мы проезжали мимо него достаточно часто, особенно когда едем в Кутную Гору, да, или еще что-то. Но всегда мы проезжали насквозь, ну и как-то даже желания не было. Даже желания не было сюда заехать. Хотя город фантастически красивый. И действительно незаслуженно мы его игнорировали. Да, да, надо извиниться перед этим городом. Очень много различных зданий, совершенно необычной и разной архитектуры, все в одном месте. Просто, честно говоря, даже поражает. Вроде бы, казалось бы, ничего особенного, да, маленький городишко, но здесь, по-моему, 30 тысяч населения, ну, то есть небольшой совсем. Но в то же время здесь есть что-то, вот что-то есть, здесь какой-то дух. Свой особенный стиль присутствует. Свой стиль, особенно которого я еще нигде не встречал, в других честно городах говоря. не было. Так что вам обязательно нужно, наверное, Сами удивлены. Да. Коля, тебе понравилось? Вот видите, как интересно. В Чехии множество таких вот маленьких небольших городов, которые не избалованы туристами. Туристы туда особо не едут, но тем не менее чехи очень бережно сохраняют там культуру, вот это историческое наследие, и в результате каждый из таких городочков, он несет свое определенное настроение. Ну и я бы пожелал каждому вот это настроение поймать, если будет возможность, конечно. Ведь Чехия это не Прага, поймите, да, это гораздо интереснее. Так же, как и Париж, это не Франция вся, да, Москва это не вся Россия, Киев это не Украина. Все гораздо глубже, гораздо интереснее. И я просто советую вам это почувствовать. И вот, друзья, вот мы совершили всю эту поездку под таким достаточно мутным белым небом. И вот всегда вот подъезжаешь к дому, и все, и выглядывает солнышко, светит все, голубое небо. Вообще, ну то есть вот можно было просто не уезжать, называется. Не уезжать, а весь день был вот так вот, да? Ну, западло, дорогие мои. Ну, что я вам хочу сказать. Вот такое у нас видео с вами получилось сегодня. Историческо-повествовательное про маленькие городочки в Чехии. В частности, про город Колин. На сим, позвольте откланяться. Всего вам хорошего. До свидания, дорогие мои друзья. Not to get confused. This one's for you.